3 дня волк сидел у колодца и выл, не подпуская людей к воде. Ни на кого не нападал, просто ждал. Когда одна девушка все-таки подошла и заглянула внутрь, она побледнела и закричала. А через минуту вся деревня уже стояла в шоке. В деревне у колодца уже 3-й день сидел волк и тихо, надрывно выл, не подпуская людей к воде. Его голос стал хриплым, будто он звал из последних сил. Никто не понимал, откуда он взялся. В этих местах волков не видели уже много лет, с тех самых пор, как провели железную дорогу, и звери ушли глубоко в леса. Жители боялись подходить. Волк не выглядел ни больным, ни раненым, сильный, крупный, с настороженными глазами. Он не нападал, но и не отходил ни на шаг. Просто сидел у колодца и выл, будто пытался что-то сказать. Люди стояли поодаль, переглядывались, шептались. Кто-то предлагал прогнать его, кто-то подождать. Но время шло, а без воды долго не протянешь. Напряжение росло с каждым часом. Дети уже плакали от жажды, женщины нервничали, мужчины хмуро молчали, не решаясь сделать первый шаг. И чем дольше это продолжалось, тем страннее казалось происходящее. И вдруг вперед вышла Надя, смелая девушка, известная в деревне своим бесстрашием. Она всегда вставала на защиту слабых и никогда не отступала перед опасностью. Люди попытались ее остановить, но она лишь махнула рукой. Медленно, шаг за шагом, она подошла к волку. Все замерли, но зверь не зарычал, не бросился, наоборот, его взгляд будто оживился. Он резко вскочил, подбежал к колодцу, поставил передние лапы на край и заглянул внутрь, словно показывая «смотри». В этот момент у многих по спине пробежал холод. Надя наклонилась и тоже посмотрела вниз, и тут же отпрянула. Лицо ее побледнело. «Там кто-то есть!» — крикнула она. Люди зашевелились. Быстро нашли веревку, лестницу. Надя, не раздумывая, спустилась в колодец. Минуты тянулись мучительно долго. Сверху слышалось лишь гулкое эхо, а потом раздался ее крик. «Поднимайте!» Когда ее вытянули, у нее на руках был мальчик, Костик, внук местного пьяницы Митяя. Он был слабый, испуганный, но живой. Оказалось, ребенок провел в колодце 3 дня. Он чудом не утонул и пил воду, чтобы выжить. А волк, услышав его тихий плач, пришел из леса. Он не мог спуститься вниз или помочь иначе, поэтому просто выл, звал людей, пока не охрип. Митяя нашли в магазине. Он, как обычно, пил и даже не знал, что его внук пропал. Надя, увидев это, твердо решила, ребенка она ему не отдаст, пока тот не придет в себя. Она забрала Костика к себе, укрыла, накормила, ухаживала за ним. Когда через 2 недели Митяй явился за мальчиком, Костик сам спрятался за Надю и тихо сказал, что не хочет возвращаться. С тех пор волк остался рядом с домом Нади. Он не уходил, словно взял на себя роль защитника. Однажды он даже не пустил Митяя во двор, встав перед ним и оскалив зубы. А потом всплыла правда. Костик был сыном самой Нади. Когда-то, испугавшись осуждения, она отдала новорожденного дочери Митяя, у которой в тот же день умер младенец. Та уехала в Америку, оставив ребенка деду, которому он оказался не нужен. Случай с колодцем все изменил. Надя поняла, это ее шанс вернуть сына и больше никогда его не терять. История с волком так и осталась тайной. Никто не знал, как он оказался здесь и почему не ушел. Но в деревне больше не сомневались. Иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. С тех пор Надя жила с Костиком, а волк остался рядом с ними, молчаливый, верный и словно посланный судьбой хранитель.